А вы чё, вы в подвале сидите уже? Для вас это как-то весело, вас это забавляет? А почему вот вы считаете, что Украина не может сдаться России и стать россиянами? Чего вдруг мы чего-то вам должны? Вы кто? Мы русские. Як ти вважаєш, чи спробує Путлер на Україну через Білорусь? Може бути. Слава России. В составе Китая. Почему нет? Это Я вообще бесспорно, скорее всего, оно так и будет. Ну да, обязательно. Вы Мгм. откуда? Я с Киева. И чё, как он там живется? Нормально, война идет. Да это я тоже в курсе, знаю. Мгм. А как вас звать? Можно как представить Олег там? меня зовут. Олег, да? Приятно Да? познакомиться. Я Марина, если что. Хорошо. Да, сколько вам лет? Мне 36. О чем общаетесь, Марина? Я вот узнаю что-то новое для себя, там, что мы русские нацисты, фашисты. Не, вы не нацисты точно, не фашисты, вы рашисты. Нацистами вас нельзя назвать, как и фашистами нельзя назвать. А кто мы еще раз? Рашисты. Рашисты. Да. Ну вы ж не Ага. боретесь за отдельную расу, правильно? А вы что, вы в подвале сидите уже? Для вас это как-то весело, вас это забавляет? Просто интересуюсь. Окей. Еще раз, вы же не боретесь ни за какую отдельную расу, правильно? Ну нет. Ну, поэтому нацизм вам не подходит как Мгм. определение. Мгм. Вы же понимаете, что нацизм это Мы, совокупность мы определенных хорошисты. терминов. Мы хорошисты. Ну, окей. Ваш вопрос какой-то есть? Да. Да, О чем слушай. здесь общаетесь? Как ваши дела? Война, политика, история. Мгм. Расскажите нам, пожалуйста, про историю что-нибудь. Задайте Мы тут вопрос. интересовались у людей. Разве Россия с Украиной раньше не были братьями? Нет такого в целом понимания, как братья или братский народ. Это придуманный Ну вот. термин. Ну а как же, мы же в Великую Отечественную войну то же самое воевали вместе против фашистов, Нацистов. Ну и нацистов. фашистов, в принципе, ладно, там тоже были Они вместе частично. были, да. Вот я вас спрашивала, задала Да. вопрос, разве Украина не была с Россией вот вместе? Союзниками, как бы, можно сказать, да, были. Потому что мы были в Мгм. составе союзного государства. Вот. Да. А у нас человек сидел, нам доказывал, что такого никогда не было. Ну, слушайте, я со стороны России тоже много чего слышу, но вы вроде бы со мной общаетесь, поэтому я бы попросил бы использовать терминологию, которую я использую. Я общаюсь с вами спокойно, Не, я абсолютно. имею в виду, что вы говорите, что вам кто-то что-то говорил. Я вам такого не А заявлял, поэтому да. когда Россия будет в ЕС? Когда Россия будет в ЕС, вряд ли когда-то будет. Почему? Потому что Ой, Россия это... Украина когда будет в ЕС? Прошу Украина прощения. будет в ЕС, скорее всего, когда закончится война, потому что Украина не Мгм. может вступить в ЕС, пока идет война, согласно Мгм. внутренним законам Европейского Союза. Мгм. А мы, получается, боремся с нацистами, да, с вами? Вы не можете бороться с нацистами, потому что на территории Украины нацистов А нет. а а как вас назвать можно? Давайте, придумайте название, давайте обсудим с вами. С чего вы взяли, что Украина нацист? Ну вот нас же как-то считают нацистами, Вас не фашистами. считают нацистами, вы рашисты. Ой, Я не ра могу вас считать нацистами. Я же вам это в самом начале диалога сказал. я хорошо, вы поняли, о чем Да. я. Но нас считают, что мы там фашисты, что мы нападаем, что мы убиваем. Вот как можно вас назвать? Ну, попробуйте придумать. Сошлитесь на что-то. Хорошо, вот вы разве не можете быть те же самые фашисты? Нет, не можем. Почему? Но мы не считаем, что наша нация превыше всех остальных наций. Хорошо, фашист. Это фашисты. Ой, нацист. Мы не считаем, что у нас есть какая-то отдельная раса, которая превыше всех остальных рас. Мгм. А почему вот вы считаете, что Украина не может сдаться России и стать россиянами? А почему мы должны это делать? Быть русскими? Ну, в чем проблема? Ну, потому что мы украинцы. Мгм. А в каком году Украина, распалась на западную и восточную? Ни в каком году. Как это? Ну, как распалась, только наоборот. То есть нету западной Украины и восточной? Нет, есть цельная Украина. Цельная Украина, да? То Да. есть, ну ладно, хорошо.
У вас какие-то другие А, сведения? Давайте обсудим с вами. на телефон садится. А в 2014 году Владыка Никон, митрополит. Владыка Никон, В 2014 году митрополит. Россия напала на Украину, да. не Россия напала. Ну, В Крыму Россия напала на Украину. Российская армия оккупировала Республику Крым. Хорошо, ладно. Ну, ничего хорошего в этом нет, началась война. Я не говорю хорошо, я говорю ладно. Мгм. Вы считаете, что это не так, что Россия не напала в Крыму? А разве то, что вот убивая женщин, детей на Донбассе, это не считается нацистом? С То есть 14 по 22 год. получается, сторонники отделения от Украины, представители ЛНР и ДНР, это нацисты? Ну а кто? Ну, то есть вы поддерживаете нацистов, Россия поддерживает нацистов. Россия поддерживает нацистов? Ну, сторонники, говорю, ЛНР и ДНР, они Бомба, нацисты привет. или нет? А разве вот, блядь, как это можно? Еще раз. В чем Давайте с вами... проблема сдаться, Ага. узная того, что Крым изначально был территорией России. А Не отдать. изначально это когда? Ну, он же был, правильно. Когда-то же его подарили, нам отдали. Ну, когда-то он был Украиной. Украина его захватывала. Хорошо, захватывала Украину. Но сейчас в чем проблема отдать спокойно Крым, да, там сдаться людям и А в чем всё. проблема России Чтоб- сейчас чтоб- выйти? чтобы Мгм. В чем проблема России выйти из Крыма, отдать территорию Ростовской области и Белгородской области Украине? Мгм. Это, понимаю, вы блогер, да? Ну и? Так ответ будет какой-то? Я просто не понимаю ответа на мой вопрос. Нет, мне просто очень прям интересно, что там люди говорят на нашу сторону. Да я пытаюсь с вами вести просто диалог, причем тут кто что говорит. Вы мне просто ответьте на вопрос. Еще раз вопрос. Почему, в чем проблема Российской Федерации выйти из Украины, отдать Украине часть территории Ростовской, Курской и Белгородской области? А с чего эта Ростовская область будет ваша? А с Белгородская? чего тогда Крымская область должна перейти в состав России? Потому что это Крым наш. С чего вдруг? Потому что это наш Крым. Ну, обоснуйте. Вы что, не знали? Расскажите мне эту историю. Сколько воюем? Мгм. Разве вы еще не поняли? Ну, согласно документов Российской Федерации, даже сама Россия прекрасно понимает, что Крым это Потому территория что, Украины. потому что Крым вы нам должны, а Ростов мы вам не С должны. чего вдруг мы вам должны? Сошлитесь на что-то. Ну, должны, это по идее, это, по сути, это наша. А идея ваша, что ли? Какая идея? Ну, вы говорите, по идее какой? С чего вдруг мы чего-то вам должны? Вы кто? Мы русские. Ну, обычные шовинисты, рашисты, убийцы. Ну, хорошисты. Да, ну, то есть вы не хорошисты, вы рашисты. Вы можете почитать Мгм. определение, этот термин уже существует. Ну, Вы страна дикарей, которая не способна жить в рамках права. Да что вы? Это вы Ну про да. себя рассказываете? Аргументируйте, какие договоренности нарушила Украина? Вот те же самые, когда перемирие должно было быть, подписывали. Какое? Сколько раз? Украина нарушила перемирие. Какое? Перемирие на праздники когда делали. На какие? Хорошо, Новый год, Пасха. Назовите мне, в какой ближайшее- момент времени и когда Украина ближайшее подписывала такие 9 перемирия. термин выдуманный. Да. Еще раз, в какой момент времени и когда Украина такое перемирие подписывала? Перемирие было подписано. Зеленский Перемирие созвонился. не подписывалось ни разу, вы сейчас лжете откровенно. Нет, Найдите мне Возможно. дату подписания перемирия. их не одно. Найдите хотя бы одно. Ну, вы же должны знать. Вы же столько знаете. Я вам историю. прямо, я-то знаю, поэтому я прямо говорю, что ни одно перемирие не подписывалось. Мгм. Можете найти мне хотя бы дату одного перемирия, где подписывалось именно перемирие. Хорошо. То же самое Мгм. СМИ возьмем. Что СМИ? СМИ это не подписание. Я спрашиваю про подписание перемирия.
Хорошо, допустим, его не было, но Все, то окей. же самое. Хорошо. Какие договора нарушала Украина? Перемирие согласовывалось с Украиной на Мгм, празднике. мгм, Украина нарушила эти мгм. перемирия Найдите неоднократно. мне подтверждение нарушения. Я же говорю, те же самое ближайшее 9 мая. Ну, смотри, Россия нарушила 9 Была, мая была... перемирие. Нет, Что нет? нет. Перемирие Да. согласовывалось У вас есть подтверждение того, что Украина что-то была... нарушила? Да, Найдите да. мне это. Потому что с 7 на 8 на Да. Ростовскую область были налеты. 7 на 8 февраля Украина, С ой, 7 мая, на 8 7 на 8 мая Украина в эти перемирия не входила, не подтверждала, что мы не будем бить. Слушай, а что бы вам просто не выйти с Донбасса и жить дальше спокойно, мирно? А чего вам не выйти из Донбасса и не жить просто спокойно и мирно? Чего вы туда пришли? Ну, так мы-то свое забираем. А вы не... Когда территория Донбасса была вашей? Когда она вообще входила в состав либо РСФСР, либо России? Еще раз, когда что? Когда территория Донбасса входила в состав РСФСР или России? Я не говорю про именно Донбасс. Вы сказали сейчас мне о том, что вы хотите забрать просто свое. С чего вы вдруг взяли, что эта территория Хорошо, когда-либо была вашей? потому что это было всегда. Когда всегда? Всегда это никогда. Конкретика. Когда было? Потому что Украина – украя русской земли. Ага, то есть получается Камчатка Енот и никогда не скажет ничего. получается Камчатка и Ну, Владивосток поняли, это территория Украины, правильно? Мгм. Я правильно понимаю? Люди ЛНР и ДНР теперь с нами. Вон тут люди пишут, кстати. Да вы мне ответ дадите или нет? Чего вы-то ушли в чат? Я не ушла, я просто читаю, мне просто очень интересно, что люди пишут. Я понял. Еще раз. Территория Камчатки и Владивостока это Украина. Почему? Ну это же край. Хорошо, край и край. Подождите, вы только что мне сказали, что Украина это у края русской земли. То есть получается абсолютно любой край это территория Украины. В 22 году Россия решила раскрасить свою жизнь и пойти погулять по Украине. Ответ-то будет, или вы уже поняли, что натупили, А в том... и единственное ваш диалог это теперь Нет, чат? мы поняли, что люди вас узнали, многие, что вы ничего нам сказать не можете, даже если мы будем с вами дальше разговаривать. Я ничего сказать не могу. Я-то, в отличие от вас, ответил вам на все ваши вопросы. Вы мне не ответили ни на один. Угу. Я не ответил на какой-то ваш вопрос? Повторите, давайте проверим с вами. Хорошо. Меня Давай. спрашивали, почему наши, да, земли. Хорошо, а почему нет? Отвечаю, потому что территория ни Луганска, ни Донецкой области никогда не входили в состав ни РСФСР, ни Российской Федерации. Это территория Украины. Крым в составе России был еще в 1921 году, пока его не подарили. Ну хорошо, в 1918 году Украина взяла полностью под контроль территории Крыма. Что теперь будем этим мериться? Есть такой поход, называется Крымский поход, когда Украинская Народная Республика взяла полностью под контроль территорию А Крыма. зачем вам тогда по ЛНР бить? Что еще раз? Зачем вам тогда бить по ЛНР? Бить по ЛНР, потому что боевые действия идут. ЛНР бьет по территории Украины. А зачем вы бьете по ним? Они что, не начали первые? Не они начали первые, а кто взял в руки оружие первое? По какой причине украинская армия отправила на территорию Луганской и Донецкой армию? Что потом произошло? Что там произошло? Расскажите. Нет, я вам задаю вопрос. Вы же историю больше знаете. Украина – это свободное было государство, и люди проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Украина – свободное государство, но люди не могут голосовать просто так, потому что им вдруг это захотелось. Если в вашем там чатик слишком умный что-то пишет, то они должны понимать, что они ссылаются на принцип демократии. А самый основной принцип демократии является верховенством права. Верховенство права – это значит, что каждое действие должно соответствовать закону. Поэтому для того, чтобы куда-то выходить, для того, чтобы входить в состав России, сначала надо выйти из состава Украины. А выйти надо на основании законов. Вот и все. А Заметили, я вам отвечаю на ваши вопросы, а вы говорите, что я вам ничего не могу ответить. Ну, отвечаете, это одно.
сидя в подвале, вы можете много чего сказать. Ну, А чё зачем, бойтесь-то? вот объясните тогда, почему, зачем ваши бьют Да. по своим же? Мгм. А для чего Луганск и Донецк бьет по Украине? По своим же. Ну вот зачем? Ну, Даже вот ваши смотрите, в сами 2014 говорите. году какие-то непонятные вооруженные формирования взяли в руки оружие и повесили флаги России на территории Донецка и Луганска с призывами отсоединения от территории Украины. Что должна была делать украинская власть, когда непонятные вооруженные формирования появились в Луганске и Донецке? Мгм. Что мы должны были делать? Расскажите мне вот чисто с точки зрения логики. Давайте сделаем по-другому. На территории Чечни какие-то непонятные вооруженные формирования берут в руки оружие и захватывают административные здания. У вас здания полиции, здания СБУ и призывают о выходе из состава Российской Федерации. Что будет делать Российская Федерация? Ответ хочу услышать от вас. Вы, пожалуйста, мне ответьте. Еще раз. На территории Чечни какие-то люди берут в руки оружие, захватывают административные здания, захватывают Мгм. здания полиции и здания ФСБ. Что Мгм. будет делать Российская Федерация? В плане, что Ну, она какие будет делать? действия будет происходить? Будет ли Российская Федерация защищать свою территорию или нет? Будет. Но это же не делается, правильно? Нет, так если произойдут такие события, будет или Но нет? этого же не делается. Ну, так вот, смотрите, на территории, во-первых, это делалось. В 1994 году началась Первая Чеченская война. Называлась она «Операция по восстановлению конституционного порядка». Мгм. Вы пытались вернуть обратно в состав Российской Федерации Чечню. Так Мгм. вот, в Украине какие-то непонятные люди взяли в руки оружие и начали призываться к отсоединению. Украинская власть и украинская армия, естественно, Мгм. делает что? Защищает территориальную целостность своего государства. Мгм. Что не так? Мгм. В чем неправа украинская армия? В чем неправда? Как многие люди говорят, мы не хотим сдаваться, потому что мы не хотим становиться русскими. В чем проблема стать русским? Наверное, потому что мы не русские. Потому что вы не русские, мы знаем. А в чем проблема, чтобы вы стали украинцами? Просто Как нас больше? войдите Ну, в нас состав Украины и все. Нет, нас больше. То есть вы как дикари, вас Да. больше, поэтому Да. вы захватываете территории, так как вы страна дикарей. Мгм. Да, мы дикари, мы еще вот такие. Ну вот и У в нас, у принципе нас так все бывает. ответы. Да. Ладно, Вот было он в очень приятно принципе весь общаться. ответ. Не, мне с тобой неприятно общаться, ты очень тупая, как пробка. Дорогу за русским военным кораблем найдешь, шла вон М. перхоть.